недвижимости в провинции Фамагуста. Ну а теперь давайте, мы же говорили с вами о прогнозах. Я использую в прогнозах, друзья, многофакторный анализ, это научный метод. То есть я смотрю уже, что происходит с макроэкономическими показателями, которые характеризуют развитие экономики острова Кипр. Использую для этого официальные статистические данные как Евростата, так и службы статистики острова Кипр. И вот давайте для примера вам покажу буквально свежие данные, они в мае месяце опубликованы. Это внутренний валовый продукт, то есть основной индикатор, который характеризует развитие экономики в целом на острове. Итак, здесь сравнение поквартальные мы видим, да. Ну, что бросается в глаза? Я желтым отметил, друзья. Здесь мы видим, что основные драйверы экономики, если это можно так назвать, да, основные сегменты экономики, это у нас, значит, ритейл, получается, продажа, и ремонт автомобилей. Также попали здесь коммуникации, интернет и финансовые и страховые услуги. То есть здесь вы не увидите, друзья, строительной отрасли от слова совсем. То есть, да, а вот эти четыре, так сказать, сегмента экономики показывают и являются основными, так сказать, как я повторюсь, драйверами экономики острова Кипра. Теперь переходим к графику рисунка и видим, что первый квартал 2026 года показал рост ВВП 3%. Видим? При этом сравниваем с первым кварталом 2025 года, здесь ВВП был 3,6%. То есть экономика острова медленно и уверенно, за исключением четвертого квартала, показывает динамику снижения. Если линию аппроксимации провести так, да, вот реперные точки есть, то есть это говорит охлаждение экономики, и по сегментам мы посмотрели, кто, в общем-то, является основным, так сказать, драйвером экономических процессов. То есть все-таки это наводит на мысль о том, что экономика очень тесно связана с рынком недвижимости. И, конечно же, рынок недвижимости через лаг какого-то времени будет также показывать, друзья, что охлаждение, то есть снижение стоимости мы уже видим, это провинция Фамагуста, а аренда еще растет, но там уже запредельно как бы высокая, получается, еще раз покажу вам, это 6,49%, вот здесь это показатель по аренде в годовом. Следующий слайд, также поговорим о макроэкономических показателях, чтобы у вас полная картинка была. Очень важно понимать и знать, что происходит с инфляцией. Вот здесь служба статистики острова Кипр дает нам такой график, рисунок апрель, сравниваем с апрелем месяцем, да, естественно, 2026 год, здесь даже с 2024 годом. И видим, что инфляция достигла 2,8%. Давайте очень кратко для тех, кто подзабыл, расскажу, что такое инфляция. Ну, инфляция – это, в общем-то, существует такой мировой закон стоимости, который гласит о следующем. Экономика работает сбалансированно в том случае, когда выпущенные товары и услуги равны выпущенным деньгам. Деньги – это и фиатные деньги, это агрегат М1, М0 и так далее, то есть и в том числе обязательства государства. Так вот, когда сбалансировано вот это производство товаров и услуг и количество денег, тогда экономика работает нормально. Как только становится больше денег, включен, так сказать, станок печатный, то что происходит? Совершенно верно. Деньги обесцениваются, и на эти деньги можно купить все меньше и меньше товаров и услуг. То есть инфляция 2,8% говорит о том, что растет стоимость жизни в данном случае на острове Кипр. То есть денежная масса больше, чем товаров и услуг выпущено. То есть это очень важно. Теперь давайте я покажу вам плюс 2,8. Значит, рынок недвижимости должен себя вести правильно и, так сказать, логично, наверное, тогда, когда
обращаем внимание вниз на табличку. За год в провинции Фомагуста он вырос всего лишь на 1%. Давайте так, чтобы не 0,88%, на 1%. При этом, друзья, что мы помним? Что в годовом измерении, сравнивая апрель 2026 года, в апреле 2026 года, точнее, мы видим, что инфляция достигла 2,8%. То есть рынок ведет себя неадекватно, то есть помимо того, то есть рынок должен вырасти на как минимум 3%. Почему? Потому что обесцениваются деньги, и на них, помните, все можно меньше купить товаров и услуг. Недвижимость является таким же товаром. То есть как минимум на 3% рынок должен был показать рост, а он показал всего лишь на 1%. Вот это очень тревожный сигнал, говорит о том, что рынок, скорее всего, перенасыщен предложениями, и мы видим, так сказать, вот эту незначительную динамику роста 1%, по идее это должно быть 3%. Следующий показатель, который характеризует развитие также экономики, друзья, это давайте посмотрим процентные ставки, которые я взял Банк Кипра, Центральный банк Кипра. Видим, что значит, 2 целых – это учетная ставка, 2,15%. Ну, что такое учетная ставка? Напомню вам, кто подзабыл, Центральный банк Кипра устанавливает стоимость денег на внутреннем рынке финансовых услуг. То есть вот под такую процентную ставку, это индикатор тоже, который, еще раз повторюсь, характеризует стоимость денег на внутреннем рынке финансовых услуг. То есть кредиты финансовые учреждения получают под такую процентную ставку, это учетная ставка еще называется, и уже потом кредитуют розницу и юрлиц под более высокую ставку. Ну, там больше 6 я не видел. То есть мы говорим сейчас о стоимости денег. И вот, друзья, также очень важный депозит. Депозит 2%. И я это все подвожу к чему? К тому, что аренда на сегодняшний день, еще раз переходим к слайду, показала нам динамику роста 6,49%. Вот видите, да? Вернемся здесь. Депозит 2%. Ну, давайте так, к примеру, очень просто. У вас есть всего лишь 10 тысяч евро. Не цепляйтесь словам, я просто, чтобы не утруждать, многие люди не любят цифры, но это простой пример для, так сказать, пятиклассника. 10 тысяч евро. Если вы эти 10 тысяч евро положите в любое финансовое учреждение на острове Кипр, в банк, то вы получите пассивный доход 2% годовых. То есть вы получите сколько? 200 евро в конце года. То есть это вполне себе нормальная, так сказать, ставка. Да? Если же вы приобретаете квартиру, предположим, за там, 100 тысяч, за 100, наверное, вряд ли купите, но за 200 тысяч квартиру, то, сдавая ее в аренду, вы будете получать, повторяюсь и показываю, будете получать пассивный доход 6,49%. Конечно, здесь надо вычесть налоги, амортизацию, но это все равно будет порядка, наверное, 5%. Это очень много, друзья, очень много с точки зрения логики поведения рынка. Поэтому я предполагаю, что аренда все-таки будет снижаться. Итак, друзья, мы прошлись очень подробно, поговорили о внутреннем валовом продукте, поговорили о инфляции, поговорили об учетной ставке и также разобрали, что произошло с арендой. Она растет 6% с половиной и будет снижаться, скорее всего. И поговорили, что происходит с квартирами, выставленными для продажи. Динамика там пока положительная, но к концу года будет стоимость снижаться. Итак, друзья, давайте все вроде, да, закрою показ слайдов. Ну что, практически даже проговорили уже о среднесрочной перспективе, о прогнозах, да, предположили, смоделировали ситуацию, что до конца года, скорее всего, мы увидим, в общем-то, друзья, незначительное снижение стоимости квадратного метра в провинции Фомагуста. Я не думаю, что это будет глобально, но где-то вот, может быть, 0,5% мы увидим в годовом измерении снижения. Но это ненормально с точки зрения
логики поведения процесса. То есть мы говорили, если инфляция 2,8, то рынок должен расти на 3%. Ну, продукты же растут в магазинах, когда вы приходите, бензин растет, все это растет, а недвижимость почему-то снижается. Значит, делаем выводы, что, скорее всего, кстати, я подготовлю материал, скорее всего, перестарались компании-застройщики, то есть больше было сдано в эксплуатацию жилья, больше, которое вышло на рынок вторичный, и, в общем-то, появился некий дисбаланс. Только этим можно объяснить ситуацию, почему снижается стоимость квадратного метра. Ну да ладно, время, друзья, пройдет быстро. До конца года запишу видео и посмотрим, насколько мои прогнозы по провинции Фомагуста оправдаются. Друзья, пришло время прощаться. Лайки, дизлайки ставьте данному видео. Не забудьте подписаться и должны помнить всегда, что я ваш скромный слуга. Готовлю для вас ежемесячные обзоры рынка недвижимости острова Кипр, которые, в общем-то, помогут вам не заблудиться в каменных джунглях рынка недвижимости. Или, по крайней мере, эти обзоры станут путеводной картой, компасом. Также в каменных джунглях рынка недвижимости острова Кипр. Лайки, дизлайки, подписка и до встречи в следующих моих видеороликах.